Владимир Зеленский тут разрешил проведение парада в Москве. Это не фигура речи. На сайте президента Украины опубликован указ номер 374. Там написано так. Учитывая многочисленные просьбы с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 26 года, постановляю разрешить 9 мая 26 года провести парад в городе Москве, в скобках Российская Федерация. На время парада с 10 часов утра по киевскому территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения. Далее в указе даны координаты, по которым украинская армия не будет наносить удары. Насколько мы понимаем из новостей, разрешение на проведение парада у Владимира Зеленского выпросил Дональд Трамп. Он же объявил о перемирии до 11 мая. Также предполагается обмен пленными в формате 1000 на 1000. В какой-то странной манере указ Зеленского прокомментировал Дмитрий Песков. Да, конечно, нам не нужно ничего дозволения, но... наверное, горе тому, кто пытается над Днем Победы подтрунивать. Да, и такие глупые шутки делать. Это, наверное, скорее его большая беда. А нам не нужно ничье разрешение с тем, чтобы гордиться нашим Днем Победы. С другой стороны, а что остается Пескову, кроме как, опустив глаза, бубнить что-то под нос? Его начальник доруководился до ручки. Американский президент убедил украинского президента разрешить Путину провести парад в главный государственный праздник на главной площади России. Кто там что говорил про унижение России в 90-е годы? В 1995-м картина была такая. Борис Ельцин принимает парад Победы, стоя на мавзолее. А на него снизу вверх в скромном уголке для гостей смотрит президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. Спустя 21 год Владимир Путин получает разрешение на парад из Киева. С такой еще издевательской формулировкой. Вот, мол, координаты, которые мы исключаем из наших планов на удары. Кому бы пришло в голову так разговаривать с Россией в любой вообще другой исторический момент? Ну ладно. Сегодня я хотел поговорить о другом. О советских фильмах о войне. Только прежде чем начнем, напомню. По ссылке в описании мы собрали актуальные способы по обходу блокировок российского интернета. Там есть, например, бесплатные способы, как без VPN сделать так, чтобы работал Android. Попробуйте. Из платных способов обратите внимание на одного из лидеров нашего рейтинга – VPN Blank. Мы гайд этот постоянно обновляем, а спонсор рубрики – сервис MaxSwap. Он выпускает виртуальные карты, которыми можно расплачиваться за границей. Мы их тестировали в Европе, и все отлично работает. Ссылки на все в описании. Начинаем. Во время работы над нашим документальным сериалом о Второй мировой войне я посмотрел целиком главные советские киноэпопеи, которые снимал Юрий Озеров. И 3-часовой Сталинград, и 5-часовую битву за Москву, и даже 7-часовое освобождение. Картины эти, конечно, передают официальный советский взгляд на события, но, тем не менее, помогают сориентироваться в хронологии и действующих лицах. Мы, конечно, на них не основывали наши ролики, но я посмотрел эти и многие другие фильмы о войне. Из этой киноэпопеи больше всего меня и заинтересовала лента «Битва за Москву». Она основана на мемуарах маршала Жукова «Воспоминания и размышления». Я их читал, и было интересно посмотреть, как их экранизировали. Особенно самое начало войны, когда решения принимались в обстановке полной неразберихи. Но одним из самых любимых моих фильмов я бы назвал другой «А зори здесь тихие». Он тоже длинный, на 3 часа. Однако в нем мы знакомимся с 6 конкретными людьми. Соней, Лизой, Галей, Женей, Ритой и старшиной Восковым. И смерть каждого из героев воспринимается как огромная трагедия. Большое впечатление производит эпизод в финале, когда по радио звучит сводка: на фронте ничего существенного не произошло. Ведь в масштабах большой войны гибель нескольких девушек даже не статистическая погрешность. Вечернее сообщение. В течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения. Очевидно, что эпизод отсылает к роману Ремарка «На Западном фронте без перемен». Режиссер Станислав Ростоцкий
еще раз показал, что лучшим военным фильмом является фильм антивоенный. О войне он знал не понаслышке. На фронте заслужил боевой орден и был сильно покалечен. По мне танк проехал. И я все-таки остался жив. Жив я остался только благодаря друзьям и благодаря тому, что вот эта часть тела провалилась в окопчик. И поэтому была разрушена только нога и грудная клетка. И рука была оторвана. А потом еще осколком по голове съездила. То, в общем, один человек рядом, который стоял, сказал: готов, парень. Я был абсолютно беспомощный, и молодцы ребята, что они у меня отняли пистолет, потому что если бы они не отняли, то я бы, наверное, застрелился. Сегодня я хочу показать, как снимали фильмы о Великой Отечественной войне те, кто был свидетелем или непосредственным участником тех событий. Конечно, в советские годы хватало и очень бравурных фильмов с военным пафосом, но речь сегодня пойдет не о них. За всю историю отечественного кинематографа лишь один фильм получил золотую ветвь Каннского кинофестиваля. Фильм «Летят журавли» Михаила Колотозова 1957 года. Картина вышла в начале оттепели, поэтому авторы смогли реализовать несколько очень смелых идей. В том фильме в кадре вообще ни разу не появляется враг. Все говорит о том, что враг – сама война. Главная героиня нетипичная. Она не совершает подвигов, даже наоборот. Война разлучила ее с любимым человеком. И она его не дождалась. Зрителю же нужно не осудить ее, а проявить сострадание. Заканчивается фильм продолжительной антивоенной речью. Это, наверное, один из главных монологов в советском кино, и он ни на миллиметр не потерял актуальности. Напомню, фильм вышел в 1957-м, после победы прошло всего 12 лет, и воспоминания о войне были свежи в памяти. Пройдет время, люди отстроят города, деревни, зарубцуются наши раны, но никогда не угаснет лютая ненависть к войне. Мы глубоко чувствуем горе тех, кто сегодня не может встретить своих близких. И мы сделаем все, чтобы будущие невесты никогда не теряли женихов, чтобы матери не дрожали за жизнь своих детей, чтобы мужественные отцы не глотали украдкой слезы. Мы победили и остались жить не во имя разрушений, а во имя созидания новой жизни. В конце сентября 1943 года Красная Армия предприняла крупнейшую в своей истории воздушно-десантную операцию. Во время битвы за Днепр в тыл противника высадились 4500 советских десантников. Операция та провалилась, большинство из них погибли. Среди выживших оказался будущий кинорежиссер Григорий Чухрай. Пережив Днепровский десант, он больше уже ничего в жизни не боялся, и это качество помогло ему проламывать советскую цензуру. Например, в 1956 году он снял фильм о любви белогвардейца и красноармейки, а спустя 3 года выпустил ленту, которая завоевала в мире более 100 наград – «Балладу о солдате». Картина нарушила все каноны. Главный герой, молодой солдат, совершает боевой подвиг не в конце повествования, а в самом начале. Подвиг на фронте – лишь завязка истории. Солдат получает небольшой отпуск, едет домой, но жертвует отпущенным ему временем, чтобы помочь людям, которые встречаются по пути. Цена этой жертвы очень высока. Зрителю заранее сообщают, что после отпуска солдат погибнет. Однако главный герой не может пройти мимо чужой беды. И вдруг оказывается, что проявить человеческое участие и гуманность – героизм порой гораздо больший, чем уничтожить вражеский танк. В одном из эпизодов главный герой тратит драгоценное время, чтобы воссоединить покалеченного на фронте бойца с его женой. Васенька вернулся живой.
В 1961 году Чухрай снял фильм «Чистое небо», где в главной роли Евгений Урбанский, тот самый покалеченный боец из баллады о солдате. В начале картины он герой-летчик, но затем оказывается отверженным. Он попадает в плен, и после освобождения чиновники его буквально обвиняют в том, что посмел выжить и вернуться. Хочу летать. Ничего другого не могу. Но ты был в плену? Да. Я был в плену, виноват. Виноват в том, что меня сбили. Виноват в том, что полумертвого взяли в плен. Виноват в том, что я бежал, а меня поймали и с собаками рвали на мне мясо. Виноват в том, что я не подох с голоду. Виноват в том, что меня не пристрелили, не сожгли в печи. Виноват! 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 Простите. Все подвиги героя, совершенные им на фронте до попадания в плен, остаются за кадром. Зритель видит другое, как морально раздавленный персонаж начинает возвращать себе человеческое достоинство. Поначалу, будучи одет во все черное, он ходит по комнате и рассуждает, что, мол, наверное, с ним поступили правильно. Лес рубят, щепки летят. Идет великая борьба. И неважно, если один, другой, 10-й, 100-й пострадают невинно. И нельзя жалеть никого. Но спустя время эта сцена повторяется с точностью да наоборот. Герой в светлой майке говорит о том, что человеческая жизнь бесценна. И кто это выдумал, что человеческая жизнь не в счет? Что бдительность – это всеобщая подозрительность? Партия? Я знаю, что я сделаю. Сегодня же утром я еду в Москву. Я буду добиваться месяц, 2, полгода, но я добью, чтобы разобрали мое дело. И не только мое, я не один. Стоит сказать, что автор этих очень смелых для своего времени фильмов нашел свою профессию именно на войне. В Харькове, среди руин одного из домов, он отыскал учебник «Уроки кинорежиссуры» и сохранил его до конца жизни. В советском кино одним из самых известных творческих дуэтов были сорежиссеры Владимир Наумов и Александр Алов. Алов прошел почти всю войну, пережил ранение и контузию, а в 1961 году вместе с Наумовым снял фильм «Мир входящему». По сюжету и посылу фильм становится таким же гимном гуманизма, как и чухраевская баллада о солдате. Весна 45-го, самый конец войны. На фронт прибывает юный офицер, у которого одна забота – успеть проявить себя, пока война не закончилась. Но офицер постарше и поопытнее дает задание – доставить пакет документов и сопроводить до госпиталя беременную немку. Главный герой воспринимает это как унижение и просто не понимает, что старший офицер так пытается спасти ему жизнь. Ведь он видит, что со своей жаждой подвигов младший лейтенант по-глупому погибнет прямо перед самой победой. Дальше начинается роуд-муви. Дорога оказывается тяжелой, персонаж проходит много испытаний. Но главное из всех – испытание гуманности. Он взрослеет и понимает, остаться на войне человеком, помочь беспомощной девушке – это и есть его подвиг. На который, к слову, способны далеко не все. Кто говорит по-русски? Из вас кто-нибудь говорит по-русски? Я говорю. Я серб. Доктор у вас есть? Немка. Немка. Рожает. Боюсь, не довезем. Вы знаете, кого она родит? Ребенка. Ребенок вырастет. Пошли. Срок маленький, не могут они ее пожалеть. Эх, як вам не встyd. Характерно, что в конце фильма герою помогает союзник, американский солдат.
И преодолев большой путь, едва не лишившись жизни и выполнив такие задания, младший лейтенант получает только строгое замечание за неопрятный внешний вид. Я? Где ваши пуговицы? Пуговиц нету. Как же вы теперь застегнетесь? Не знаю. Можете идти. Тема человечности и человеческого достоинства центральная в фильме 59-го, который называется «Судьба человека». Сергей Бондарчук в собственном фильме играет человека, который на войне потерял все, что ему было дорого. Проходит плен, нацистские лагеря, но находит утешение в том, что помогает другому, усыновляет сироту. А где же твой отец, Ваня? Погиб на фронте. А мама? А маму убила бомбой, когда мы ехали в гости. А откуда уехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. А где ж ты ночуешь? А где придется? 3 года спустя узбекская киностудия выпускает фильм Шухрата Аббасова «Ты не сирота». В основе сюжета реальная история о том, как во время войны пожилая пара из Ташкента Шахмед Шамахмудов и Бахри Акрамова взяли на воспитание и усыновили 13 детей. О том, что надо оставаться человеком даже на фронте, где люди гибнут ежеминутно, рассказывают фильмы «Отец солдата» и «Солдаты». Первый в 1964 году снял грузинский режиссер Резо Чхиидзе. Однажды он получил письмо, где рассказывалось, как после просмотра его фильма раскаялся и сдался милиции человек, совершивший кражу. «Я только что посмотрел фильм «Отец солдата» и решил, что буду жить честно на белом свете», так написали ему в письме. Вот ключевой эпизод. Главный герой, находясь уже в Германии, останавливает своих товарищей-танкистов, чтобы те не давили виноград. Ведь не ты его сажал, не тебе его и уничтожать. А виноград тебе не жалко, да? Это же живой случай. Ему не больно, да? Ты его не сажал, ты его не пахал. Ты только виноград кушать любишь. Такой молодой, еще ни одно дерево не посадил. Такой сад портишь. Не стыдно тебе? В фильме Александра Иванова «Солдаты» 1956 года сталкиваются два командира – капитан Абросимов и лейтенант Фарбер. В разгаре кровавая Сталинградская битва, и капитан считает, что нет разницы, солдатам больше или солдатам меньше. Лейтенант же выступает против. Я могу сказать только одно. Командиры берегут людей и боятся идти в атаку. А на войне воевать надо. Я этого и потребовал. Вот и все. И я не виноват, что люди недобросовестно отнеслись к этому. Струсили. Что? Струсили, говорите вы. Карнаухов струсил, Керженцев струсил, Синдецкий. Это вы говорите о людях, которые... Я не умею говорить. Храбрость не в том, чтобы голой груди на пулемет лезть. Так приказать, простите, только дурак может. Роль лейтенанта исполнил Иннокентий Смоктуновский. Он сам фронтовик, бежал из немецкого плена, воевал на фронте и в партизанском отряде, был награжден 2 медалями за отвагу и стал голосом совести в фильме, который заканчивается ключевыми словами «Миру мир и нет войне». Где вы сейчас? Живы ли вы, друзья? Я вглядываюсь в ваши лица и стараюсь представить себе, как выглядите вы теперь. Подумать только. В Олега, Седых. Ведь вам уже за 30. Женились, детишки растут. И ходят они, вероятно, в школу. И пишут каракулями на косых линейках «Миру мир». Счастливые.
Они не видели, не знают войны. Пусть же они ее никогда не узнают. Советские режиссеры, заставшие войну в детстве, умели показать, насколько война калечит человеческую психику. Таким был Андрей Тарковский, который в 1962 году произвел мировой фурор первым же своим полнометражным фильмом «Иваново детство». Изначально предполагались съемки обычного героико-патриотического фильма о мальчике-сироте, который становится разведчиком. Снимать ленту должен был другой режиссер, но у него ничего не вышло. Половина бюджета ушла впустую. Оставшиеся средства передали Тарковскому. Он полностью изменил концепцию и снял шедевр, ставший частью всемирной классики. Вместо подвигов и внешних действий сосредоточился он на внутреннем мире ребенка, у которого война убила детство и выжгла душу. Тарковский оттачивал буквально каждый кадр. Здесь, например, видно, что на пепелище каждая деревяшка словно заточена против Ивана. А в параллельной сюжетной линии зрители видят второстепенных героев, которые целуют друг друга над окопом, и выглядит это со стороны как поцелуй над бездонной пропастью. В другом фильме «В зеркале» 1974 года Тарковский вспоминает собственное военное детство. В одной из сцен показан протест против войны и армейщины. Ребенок, потерявший родителей, по-своему выполняет команду «кругом». Он отказывается от армейской логики и настаивает на своей. Слово «кругом» в русском языке означает не то, что написано в уставе. Поворот кругом, как мне кажется, означает поворот на 360 градусов. Каких еще градусов, Асафьев? Тарковский старательно искал нужную кинохронику, чтобы наглядно показать, насколько сюрреалистичной бывает война. И достал кадры, которые потрясли тогдашних зрителей. Советские солдаты идут по бескрайней луже, которая простирается от горизонта до горизонта. Это так называемое Гнилое море на северо-востоке Крыма. Предчувствиям не верю, и примет я не боюсь, ни клеветы, ни яда я не бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. На эксперимент в 70-м году решился и режиссер Марлен Хуциев. Он снял фильм, где на протяжении почти 2 часов фактически ничего не происходит. Бойцы, которые сумели дожить до победы, пытаются как-то осмыслить и утрясти пережитое у себя в голове. В начале картины они спят и похожи на убитых. Потом оказывается, что у каждого внутри действительно что-то умерло. Интересно, что исполнитель главной роли Петр Тодоровский снимался со своими реальными наградами, которые получил на фронте. Заканчивается тот фильм предостережением от новой войны. Оно не озвучено словами, передано через хронику и музыку. У Марлена Хуциева был еще один фильм очень сложной судьбы о первом послевоенном поколении. Цензура заставила его порезать и даже переснять целые эпизоды. Так, в 1965 году зритель увидел фильм «Мне 20 лет» и сцену, где сын мысленно обращается за советом к погибшему на войне отцу. Тот говорит сыну, что завещает ему родину. И лишь только через 23 года картина вышла под оригинальным названием «Застава Ильича» и в авторской версии. Там диалог другой. Отец говорит сыну, что не может дать ему совет, ведь сын уже старше, чем был отец, когда погиб на фронте. А один из лучших советских фильмов о войне был долгое время вообще запрещен. Речь о «Проверке на дорогах» Алексея Германа-старшего. Фильм сняли в 1971-м, но на экраны он вышел лишь спустя 15 лет. Главный герой – предатель, который перешел на сторону немцев, но потом раскаялся и решил перебежать к партизанам. В партизанском отряде все против него.
Но командир отряда считает, что оступившегося человека нужно простить. Характер командира раскрывается через такой вот эпизод. Он отказывается взрывать немецкий эшелон на мосту, видя, что мост упадет на баржу с пленными. Что случилось? Почему не взорвали? Там же люди, Игорь Леонидович, там тысячи людей. Пленных? Русских пленных. Ты мне дурочку не валяй. Это же военный эшелон. Эшелоны еще будут. Думаешь, от твоего слюнтяйства фронту легче? Смертей меньше? Это же наши люди. К нам в лес отбегут пленные. Ты ведь знаешь, как они воюют. Мой сын был сбит под Смолянском. Самолет горел. Он мог выпрыгнуть и сейчас находился бы среди этих. Но он выбрал другой путь. Он врезался в колонну танков. Ты это понимаешь? Ну, может, у них не было таких возможностей. Кстати, в роли бывшего предателя снялся Владимир Петрович Заманский. В этом году ему исполнилось 100 лет. И он сейчас один из последних фронтовиков. Он редко надевает награды, лишь иногда появляется на публике с одной и самой ценной медалью за отвагу. Были не запрещены, но крайне ограничены в прокате фильмы о войне, снятые Ларисой Шипитько «Крылья» и «Восхождение». Долгое время их известность за рубежом была несоизмеримо больше, чем на родине. В фильме «Крылья» 1966 года Шипитько на примере бывшей летчицы коснулась темы ПТСР, которая развивается у воевавших. В фильме есть эпизод, который невозможно представить в современном российском кино. Идет экскурсия по музею. Школьникам рассказывают о героях войны, но один из учеников сбегает. Это видит главная героиня, и вместо того, чтобы его отругать, помогает ему спрятаться. Можно догадаться, что ее саму, как участницу войны, раздражает такая патетичная, но бездушная экскурсия. Перед вами фотография летчика Дмитрия Грачева. Он сбил 17 самолетов противника и был посмертно награжден званием Героя Советского Союза. Его воспитанницы, летчицы женского полка Ксения Овсянникова и Надежда Петрухина. А они погибли? Ксения Овсянникова погибла в 1945 году. А Надежда Петрухина живет и трудится, и является депутатом городского совета. Лариса Шипитько трагически погибла в автокатастрофе. Ее мужу, режиссеру Элему Климову, пришлось заканчивать один из недоснятых ею фильмов. А потом всю боль от своей утраты он направил на картину, интерес к которой год от года только растет. И в России, и на Западе этот фильм часто называют самой страшной лентой из когда-либо снятых за всю историю кино. И относят к довольно редкому жанру кинематографии – гиперреализм. В 1985 году, когда этот фильм впервые вышел в прокат, у кинотеатров приходилось дежурить врачам. Речь о фильме «Иди и смотри», где по сюжету, увидев и ощутив ужасы войны, 15-летний парень за 2 дня превращается в старика. Но даже в этом фильме, который представляет собой сплошной и беспросветный ад, остается место человечности, пусть и сюрреалистичной. Главный герой, пережив то, что не способна вынести человеческая психика, стреляет из 10-зарядной винтовки по портрету Гитлера. С каждым выстрелом ему кажется, будто он отмотал время назад, но когда герой видит перед собой Гитлера в образе ребенка, он отказывается произвести 10-й выстрел. Впервые из его глаз текут слезы. Элем Климов не только пережил гибель жены, в детстве ему пришлось выживать в Сталинграде. Климов – один из тех советских режиссеров, кто очень хорошо знал, что такое война. Они стремились снимать такие фильмы, чтобы никому из зрителей не захотелось попробовать повторить. Никому и никогда. С праздником вас! И до завтра. И все-таки я верю в то, что человек разумен. Ведь он рождается прекрасным. Плохих детей нет. Все дети во всем мире хороши. Все зависит от того, что мы с вами вылепим из этих детей. Во что мы с вами превратим их.